Всем привет, народ! Сегодня у меня на обзоре товар с сайта Banggood, а именно вот такой вот мультиметр. Данный мультиметр имеет название Avenc и модель 623. Приезжает в такой вот коробчонке. Просто картонная коробочка, поэтому сразу же вскрываем и смотрим. И мы видим, друзья, что внутри у нас вот довольно качественный вот такой вот кейсик, да? Приятный на ощупь и качественный. Вскрываем, смотрим комплектацию. Вот так все это у нас выглядит. То есть сам прибор имеется. Все было в целлофановых пакетиках. Вот такой вот выносной термометр, термопара. Кабель зарядки USB-A на Type-C. Ну и соответственно вот такие вот, друзья, щупы. Щупы, кстати, не силиконовые. Я думаю, на морозе они будут твердеть. Имеется вот две инструкции, абсолютно на разных языках. Русского языка, друзья, я здесь не нашел. Ну, они раскрываются вот в такую вот огроменную газету. Надеюсь, вы это понимаете. Поэтому на инструкцию внимания особо не обращаем. Да, есть что почитать, поэтому на сегодня, имея Google переводчик, все это дело можно сфотографировать на любом языке, и он вам все это дело переведет на русский язык без проблем. Ну что ж, погнали по прибору. Прибор имеет форм-фактор калькулятора, как я говорю, вот так вот открывается. И вот такая вот красота нам появляется, да, показывается. Здесь мы имеем гнездо зарядки USB Type-C. Вот прибор имеет встроенный аккумулятор 1800 мАч. С этой стороны имеем, конечно же, гнезда под наши бананчики, под щупы. Ну и здесь вот такой вот логотип Avenc 623, который загорается при включении прибора. Сразу я увидел один минус для меня. Представим, что я этот прибор возьму на работу и буду им там пользоваться. Так вот, у меня инструментальная сумка и отвертки, плоскогубцы, там, что там только нет. И смотрите, нет никакой фиксатора защелки. Вот, я тебя съем, да? И представим, что у меня, вот, отверточка, допустим, из моего чемодана. Каким-то образом он в сумке приоткрылся, и вот так попала отвертка. А я эту сумку с собой ношу, где-то и бывает и поставлю, и брошу нечаянно. И все это дело, если чем-то там прижмется, то пострадает, наверное, первым делом у нас, конечно же, дисплей. Ну и вторым делом, возможно, петли. Ну и третьим делом продавятся какие-то клавиши, там что-то где-то нарушится. Поэтому вот, друзья, такой, наверное, минус. И надо, как, не знаю, либо носить постоянно в чехле в этом, да, вот, что неудобно лично как для меня, либо думать какую-то резинку. Вот свой опыт как бы я вам рассказал. Ну что ж, давайте включаем, смотрим. Прибор включили, получили вот такие огроменные цифры. 19 999 разрядов. То есть, вот видите, любой слепой прекрасно будет видеть с любого расстояния. Также при включении прибора, видите, у нас загорается здесь и эмблема. И постоянно горит. Другой смысловой какой-то там нагрузки это все дело не несет, сугубо только красота. Ну, поскольку у нас здесь аккумулятор на 1800 мАч, то пофиг, пускай горит. Особо там энергии эта штука не скушает. Но мы с вами продолжаем и смотрим на кнопочки. Сразу первым делом, друзья, поскольку данный мультиметр позиционируется как мультиметр для автоэлектрика, я вам покажу вот три кнопочки буквально, которые и нужны автоэлектрику. Но, друзья, вы уж извините, показывать их работу я вам не буду. Почему? Потому что не хочу я физически лезть, допустим, в разъемы своего автомобиля. И у любого автоэлектрика приличного на сегодняшний день есть диагностика. И не одна. И вот эта диагностика вам прекрасно покажет без физического вмешательства в проводку автомобиля и угол опережения зажигания, то есть в двигателе от 1 до 8 цилиндров. И длительность импульса, допустим, если мы с вами хотим измерить длительность импульса на какую-либо там топливную форсунку. И, соответственно, число оборотов двигателя, будь то двухтактный, будь то четырехтактный двигатель. Поэтому, ну, на сегодня, не знаю, если в каком-то там, не знаю, захудалом колхозе какой-то захудалый электрик, и у него нету диагностики, то да, это все будет как бы ему полезно, и то не в каждую машину с этим можно как бы влезть.
Вот, поэтому делайте выводы, надо, не надо. А так вот форм-фактор данного мультиметра просто замечательный. Итак, давайте по-быстрому как-то все дело я продемонстрирую. Я думаю, большинство вот этих вот кнопочек, друзья, вам всем знакомо. Поэтому пройдемся как бы по таким основным кнопкам и измерениям. И начнем давайте, наверное, с измерения температуры. Все кнопочки имеют двойной функционал. Нажимаем измерение температуры, и у нас здесь шкала в Фаренгейтах, здесь большая шкала в Цельсиях. Вот. Но никаким образом я не могу переключить и сделать большую шкалу, допустим, в Фаренгейтах. Кому это надо? Не знаю, как это все сделано, но вот это вот как бы нереально. Одновременные показания, и на этом все. Итак, температура 25 градусов, так как сам прибор имеет встроенный датчик температуры. Также, опять же, мы можем все это дело измерить и выносным датчиком температуры, то есть термопарой. И здесь, друзья, смотрите, не перепутайте полярность. То есть черный в ком, красный, соответственно, в красный. Если мы поменяем полярность, красный в ком, а черный измерительный, то вроде бы температура-то там не особо не поменялась. Но как только мы с вами подогреем все это дело, мы увидим, что температура поскакала у нас не вверх, а вниз. Поэтому полярность сделаем правильную. И тем самым правильно с вами все это дело измеряем. Видите? Теперь температура уже поскакала, как положено, вверх. С этим разобрались. Подключаем щупы, идем дальше. Щупы, кстати, имеют вот такие вот заглушки. Также имеются и вот такие вот колпачки, соответственно, для того, чтобы мы с вами где-то случайно не влезли в высокое напряжение. Подключаем наши щупы. И я вам продемонстрирую кнопочку Hold, вот эту вот, на примере измерения напряжения, допустим, переменного напряжения. Вот эта кнопочка Hold. Если ее дольше удержать, то у нас включится очень классная и красивая зеленая подсветка. Смотрим. Бах! Обалденная зеленая подсветка. Берем наш удлинитель, измеряем напряжение. Конечно же, сбрасываем вот эти колпачки. Чик и чик. И смотрим, что у нас подсветка пожелтела. А еще она бывает, друзья, краснеет. То есть сейчас желтеет, но бывает краснеет. 224 вольта и, обратите внимание, 50 Гц. А у нас здесь есть отдельная кнопочка, вот герцы и процент заполнения. То есть можем как здесь измерять, так в принципе и здесь. Ну вот эта кнопка может применяться для каких-то других измерений. Поэтому кнопочка Hold. Нажимаем кнопку Hold. Теперь мы можем вытянуть с вами щупы и посмотреть результат измерения. 50 Гц, 223 вольта. Нажимаем кнопку Hold еще раз, сбрасываем все показания для того, чтобы начать новые измерения. А если мы выключим подсветку и измеряем напряжение еще раз, может быть, оно в этом моменте покраснеет. Да, видите, оно само покраснело, включило подсветку. То есть при включенной подсветке желтеет, при выключенной подсветке краснеет. То же самое, друзья, происходит и при измерении тока свыше 1 ампера. Все, с этим покончили, думаю, понятно. Так, кнопочка дальше. Измерение сопротивлений и, соответственно, измерение целостности проводки, либо чего-то. Ну, то бишь, по-русски прозвонка. Смотрим быстродействие, а это очень важно в тестере. Очень быстрая и хорошая сработка. А это огромный плюс в этом деле. Следующее. Прозвонка диодов. Так, это у нас вот диодов, либо измерение конденсаторов. Ну, давайте по-быстрому измерим конденсатор. 200 микрофарад, вот такой вот тантальчик у меня есть. Кто-то скажет, ты его еще не загнал. 470 микрофарад, вот такой вот электролит. И пол микрофарада, вот такой вот конденсатор. Итак, 200 микрофарад берем и измеряем. Смотрим, что нам да как этот приборчик покажет. Обращаем внимание, что он очень туго думает. То есть очень долго. И показывает нам, блин, видите, щуп оторвал, и опять надо ждать. Вот это очень неудобно. 230 целых, и опять идет, что-то там он думает. Давайте полярность поменяем. Может быть, он заряжен и не хочет правильно показывать. Ну,
Ну, 222 микрофарада, 218, видите, подбирается как бы под правду. А здесь у нас 200 микрофарад. Следующий электролит 470 микрофарад. Давайте его померяем. Опять, видите, очень долго и нудно он думает. А здесь у нас 590, ну, короче, 600 микрофарад. Вот, не знаю, где правда, где ложь. И, наверное, поэтому будет понятно, где правда, где ложь, так как здесь всего лишь пол микрофарада. Смотрим. Ой, блин, сорвался щуп. Да елки-палки, так же неудобно. Ну, вот так. А мы здесь имеем 445 нанофарад. Ну, что приблизительно равно пол микрофарада. Все как бы правильно. И все время у нас, видите, показания идут температуры со встроенного датчика. С этим разобрались, друзья. Так, милливольты. Ну, переменка, постоянка, понятно. Вольты мы с вами сейчас померяем, кстати. Вольты постоянного напряжения. Для этого мы забросим все это сюда. Включим мой тестер и будем сравнивать сразу на 3 приборах. Так, здесь соединили. И здесь соединили, положили. Смотрим. Ага, на фарадах я проверяю, а это неправильно. Вот. Итак, я надеюсь, вам все видно. 3147, 3140, 3146. 46-47 пляжа. То есть два этих прибора. Вот этот вот у меня точный лабораторник. В принципе, видите, показания отличные. Идем на снижение. 26-38, 26-41, 26-36. Ну, плюс-минус что-то одинаковое. 16-55, 52, 16-56. Здесь уже 54, 53, 56. Есть, конечно, небольшая такая разбежка. 9,65, 66, 67, 68. Дальше на снижение идем и смотрим. Вот 4,66, 68, 69. Ну, вот как-то так. Десятки вольт как бы немножко скачут. Еще на порядок ниже. 2,77, 2,70, ну, будем говорить 77. И здесь 2,77. То есть измерение происходит более-менее отлично. Постоянного напряжения. Отключаемся. И давайте померяем с вами еще милливольты хотя бы, потому что не хочется мне в ток большой лезть. Это нам уже не надо. Померяем с вами милливольты. А для этого нам надо включить миллиамперы, амперы. Ой, милливольты говорю, миллиамперы. Смотрите, пытаюсь включить, но тестер включить не дает. Почему? Потому что он видит, что у нас красный щуп стоит не на своем месте. Что произойдет, когда мы поменяем щуп? Он автоматом включил постоянное напряжение, постоянный ток и, соответственно, функцию измерения тока. И вот только теперь мы с вами сможем померить ток. Для этого делаем 25 вольт примерно. Ну, пускай 26. Неважно. Берем вот такую вот подсветку габаритов с фуры. Подключаем. Подключаем и подключаем. Подсветочка у нас загорелась. Смотрим показания. 61 миллиампер и здесь 68 миллиампер. Друзья, где правда, где ложь, к сожалению, я вам не скажу, так как на лабораторнике вот эти вот мелкие токи я как бы не проверял. Но приблизительно значения одинаковые. Это 0,6, 60 миллиампер будем говорить, да. Поэтому я считаю, что этого достаточно, чтобы что-то можно было где-то как-то померить. И понять, что здесь требуемый ток. С этим мы с вами тоже разобрались. И у нас осталось, грубо говоря, померить что? Сопротивление, как он точно показывает. Поэтому щуп переставляем на базу. Здесь все убираем со стола и достаем наш магазин сопротивления. Магазин сопротивлений. Врубаем подсветочку, чтобы было все это дело лучше видно. Так, щупы сюда. И, друзья, я вам напоминаю, включаем сопротивление.
Даже не напоминаю. А смотрите, закорачиваем щупы. Опять же, прибор настолько долго думает, и у нас 0,2 Ома имеется сопротивление самих щупов. Но для этого у нас есть кнопочка Rel. Вот эта вот кнопочка. Это кнопка относительного измерения. То есть она работает как на сопротивлении, там при измерении тока. Что мы можем сделать? Мы можем эти две десятки, нажав кнопочку, убрать и, соответственно, уже вычитать из общего измерения. Ну, а я вам напоминаю, что у нас есть магазин сопротивлений. Так, давайте-ка вот сюда. В магазине сопротивлений имеется калиброванных 2,5 Ома и калиброванные 7,5 Ом. Поэтому подключаемся и измеряем. 2,5 Ома. Ну и что ты думаешь? Извиняюсь, у меня вот переключатель, я забыл его поставить на 0. Все в нолях, отлично. И вот теперь измеряем. И мы имеем точно 2,5 Ома. Теперь измеряем 7 Ом, 7,5, извиняюсь. Мы имеем точно 7,5 Ом. Ну и теперь пройдемся по этим вот крутилочкам. Давайте-ка я, наверное, щупы зафиксирую. Не буду их просто держать. Итак, показания у нас по нолям, как мы видим. И погнали. Уже сотые Ома я не буду. 1/10 Ома. Поехали. Есть 2. Есть 3. Есть 4. Есть 6. Есть. Точность просто класс. По 1 Ому. По единицам. 1 есть. 2 есть. Давайте 4 есть. Давайте 7. Супер. Есть. Отлично. Очень точный прибор. Десятки. 10. Супер точно. 40. Супер точно. 60. Супер точно. 80. 90. Обалденно. По сотням пройдемся. Вот по этой вот шкале. Смотрите, 100. И теперь смотрите, фокус 200. Все. Не берет. Не берет. Почему? Потому что включена кнопка Rel. Когда мы вырубим кнопочку Rel, то мы получим с вами 200 Ом. И получим с вами 300 Ом. И 400. И 500. И давайте 800. И 900. Ну, на таких уже больших пределах, видите, у нас добавилось 14 десятитысячных Ома. Вот как-то так. Поэтому прибор, хоть и нудно считает, но очень-очень, друзья, точный. Еще осталась у нас одна функция, поэтому можем вытянуть щупы. Это функция NCV. Что это за функция? Это беспроводной поиск проводки. Для этого возьмем опять же наш удлинитель и попробуем вот на этом проводе, допустим, поискать цепь. Ну, не цепь, а кабель. Здесь написано NCV, то есть, что вот этим вот боком нам надо производить поиск. И как мы видим, приборчик с этим, ну, никак не справляется. Может быть, надо открыть. Давайте на открытом. Тоже никак не ищет он бесконтактно нашу сеть. А почему не ищет? Потому что я болван. Позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. На мегаомах ищу. Во, NCV. Ой, дурак. Замечательно. Поразительно. Гениально. Короче, он и так не ищет. Никак. От слова совсем. О, что-то был уловил. Ну, согласитесь, друзья, это не есть хорошая его работа. То есть в стене он ничего не найдет. Вот он нашел какую-то фазу, но на проводе тоже нашел. Не, ну это не работа. Согласитесь, что он не особо ничего не ищет. Может быть, закрыть надо? Давайте попробуем. Тоже никак. Ладно, не работает эта функция, будем так говорить честно и откровенно. И еще одна есть функция, это поиск фазы.
То есть для этого нам нужен всего лишь один провод. И подключаем его сюда. Нажимаем кнопочку вот эту еще раз. У нас надпись точно такая, вот этот Live. И берем удлинитель и будем с вами искать фазу. Здесь у нас короткие звуковые сигналы и одна вот эта вот черточка. Это у нас 0, а здесь, пожалуйста, фаза. Вот как-то так. Друзья, наверное, на этом все. Подведем какие-то итоги. Мы все с вами видели, как и что он может измерить. Значит, что касаемо там напряжения и сопротивления, я думаю, он измеряет супер точно. Но вот, подойдет ли он автоэлектрику? Давайте порассуждаем немножко вот как-то так. Смотрите, автоэлектрику что надо? Прозвоночка, да? Она у нас работает здесь просто идеально. Да, плюс. Плюс вот эти 3 клавиши, если кто-то там случайно захочет ими попользоваться. То есть угол опережения, пульс и, соответственно, число оборотов. Да, плюс для автоэлектрика. То, что он тугодум и долго там измеряет сопротивление, пока он там что-то просчитывает, это для автоэлектрика как бы не плюс и не минус, это, я бы сказал, нормально. То есть не так часто надо что-то там прозванивать, вот это сопротивление в каких-то катушках, допустим, в релюхах или что-то в этом роде. Поэтому стал, немножко подождал, хорошо померил. Но если такой приборчик прикупить какому-нибудь мастеру радиоэлектроники, которому надо, допустим, вот представьте, плата, будто там телевизора, магнитофона, ему надо так померить, особенно эти SMD детали, ему надо стать измерить и все это быстро промерять, то здесь однозначно как бы такому мастеру этот прибор не подойдет. Очень долго думает. Куда подойдет еще? Вот, допустим, электрику, обыкновенному электрику на предприятии. Отлично. Измеряет напряжение, измеряет ток, прозвоночка есть. Шикарно. Редко-редко электрику надо позвонить какое-то сопротивление. От слова совсем, если, наверное, не надо. Ну, обмотку двигателя, да. И то там, знаете, стал, подождал, посмотрел, там 3 обмотки всего-то проверить. Поэтому да, подходит. Подходит и мне, как киповцу, допустим. Опять же, напряжение, ток, сопротивление тоже мне где-то надо редко мерить, поэтому мне никуда спешить не надо. Я на ту релюху, допустим, стал, да и померил. Либо прозвонить там какую-нибудь лампочку, предохранитель или еще что-то в этом роде, катушку пускателя. Поэтому... Вот я, друзья, перечислил, кому подойдет, кому не подойдет. Вы решайте сами. Прибор относительно недорогой, 20 с копейками долларов на Бангу тут стоил. Ссылка в описании. На этом всем спасибо, всем пока.